Кремлевские пропагандисты считают поставки западного оружия Армении угрозой не только для Азербайджана, но и для России. Давайте сначала разберемся, кто и почему сделал такие заявления и какую цель они преследуют, а затем приступим к анализу ситуации. Масштабная военная поддержка Франции и Армении представляет угрозу не только для Азербайджана, но и для всей России. Такое мнение выразил кремлевский пропагандист Юрий Светов. Он допустил, что Запад готовит в Закавказье новый очаг напряжения. Я думаю, что поставки французского оружия Армении представляют опасность не только для Азербайджана, но и для России. Враждебные планы Запада в отношении Баку напрямую касаются Москвы, так как мы союзники. То есть это такая форма давления, с помощью которой Запад пытается ослабить Россию в Закавказье, отметил Светов. Он также выразил уверенность, что за изменением внешнеполитического курса Еревана стоит Вашингтон. И именно США влияют на увеличение поставок оружия Армении от западных стран, добавил он. Светов обратил внимание, что на территории Армении находится крупнейшее в регионе посольство США, в котором работают 2000 человек. По его мнению, это не случайно, и именно оттуда идет координация всякого рода действий в пользу Соединенных Штатов. Именно поэтому Армения вышла из ОДКБ, начала учить своих военных в других странах и стала получать оружие из Франции. Все это говорит о том, что готовится новый очаг напряжения, заключил политолог. Ранее, что примечательно, именно в тот день, когда этот так называемый политолог делал свои прогнозы, президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью другому кремлевскому пропагандисту Дмитрию Киселеву. Согласитесь, слишком много совпадений между этими случаями. Ах да, ведь этот так называемый пропагандист утверждал, что Алиев – их союзник. Так вот, где кроется проблема. А я-то ломал голову, откуда такие совпадения. В ходе беседы Алиев заявил, что в связи с активным вооружением Армении принял решение установить рекордный военный бюджет республики на 2025 год в размере $5 миллиардов. Так что получается? Алиев и Путин, действуя публично и совместно, что видно даже невооруженным глазом, готовят почву для военных провокаций против Армении. И причем тут вообще Россия? Они вдруг решили, что, закупая оружие у Запада, мы представляем угрозу для кремлевских террористов, которые тысячами убивают мирных жителей Украины. Вы серьезно? Называть Армению угрозой для России – это абсурд. Все ровно наоборот. Не мы угроза для вас, а вы угроза для нас и для всего мира. Ваши ночи, видимо, проходят в размышлениях о том, какую новую гадость придумать и воплотить против Армении. И при этом вы называете перевооружение Армении угрозой для России? Значит, вы сами признаете, что руками Алиева хотите уничтожить Армению, а затем оккупировать ее в вашем союзном государстве с Беларусью. У нас даже общей границы с вами нет, чтобы кому-то угрожать. Зато вы наглядно доказали, что действуете заодно с Азербайджаном и хотите уничтожить армянское государство. Ваши маски сорваны. Вместо того, чтобы заниматься идиотскими провокациями, вашему кремлевскому клоуну стоило бы обратить внимание на свою страну. Половина населения России не может позволить себе нормальную еду. Пенсионеры выживают благодаря блогерам, а пенсионный возраст ваш геостратег поднял так высоко, что большинство людей даже не доживают до него. Вместо наведения порядка внутри своей страны вы сидите в пропагандистских конторах, выдумывая нелепые прогнозы. Что дальше? Заявите, что Запад накачивает Армению оружием, чтобы Пашинян за 3 дня взял Москву. Это намного интереснее будет, считая то, что в Кремле любят сильно пофантазировать. Алиев, читая текст, написанный Путиным, заявляет, что США, Франция и Индия накачивают Армению оружием. Он призывает Ереван не рассчитывать на победу в гонке вооружений с Баку и на реальную помощь Парижа и Вашингтона на земле. Но все эти заявления только подтверждают вашу панику и страх перед тем, что Армения получает поддержку, а ваш план по ее уничтожению терпит крах. Да-да, и еще раз да. Говори больше, Алиев, если тебе так легче, но факты от этого не изменятся. Напомню, когда ты начал полномасштабную войну вдоль Сюника и Гегаркуника, буквально через несколько дней в Армению прибыла тогдашний спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она полностью поддержала Армению и ее народ. И я снова повторяю,
США и Франция уже помогают Армении и на земле, и в воздухе, стоя рядом с ней. А ты явно не в лучшей форме, это было видно даже во время интервью, где ты выглядел растерянным. А ведь до этого ты и твой кремлевский дружок Путлер с его окружением смеялись над тем, что якобы Армения никому не нужна. Передай привет своему другу, картофельному диктатору. Непонятно только, зачем он так старался убедить всех в том, что Армения никому не важна. В итоге выходит, что не нужны вы, или нужны лишь таким же диктаторам, как вы сами. Сегодняшние реалии более чем когда-либо доказывают, что когда какая-либо страна имеет цель и возможность прибегнуть к агрессии против другой, она не смотрит на Конституцию, международное право или двусторонние, многосторонние международные соглашения. Кстати, президент Азербайджана неоднократно прямым текстом говорил, что в международных отношениях доминирует сила, а не международное право, не скрывая, что он действует исходя из этого принципа. Например, тому подтверждением являются многочисленные пропагандистские статьи и высказывания о Николе Пашиняне в азербайджанской прессе. В любом случае, в этом контексте заверения о том, что с Азербайджаном и Турцией существует общее понимание или что большинство вопросов согласованы, не создают никаких гарантий в плане установления мира или нейтрализации угроз Армении. Создана историческая возможность подписать мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Третьи стороны должны обеспечить справедливую и беспристрастную поддержку процесса. Фидан Бербоку, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок встретились в Анкаре, сообщает МИД Турции. Обсуждалась ситуация в Сирии, секторе Газа и в Украине. В беседе с журналистами после встречи Бербок отметила, что безопасность курдов важна для свободного и безопасного будущего Сирии. Было приятно услышать, что министр иностранных дел Турции тоже это принимает, сказала немецкий дипломат. При этом Бербок заявила, что никакой угрозы безопасности Турции со стороны Сирии быть не должно. По ее словам, курдские ополченцы в Сирии должны разоружиться и присоединиться к силам безопасности нового сирийского правительства. Фидан также заявил, что силы самообороны сирийских курдов, которые Анкара связывает с рабочей партией Курдистана, не представляют курдское общество. Министр заявил, что боевики должны разоружиться и самораспуститься. СМИ сообщают, что в ходе переговоров был также упомянут Южный Кавказ. Фидан заявил, что создана историческая возможность для подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Он отметил, что третьи стороны должны обеспечить справедливую и беспристрастную поддержку процесса. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.